Всем доброе утро! Рада вас приветствовать на моем канале Кэти Амигуруми. И рада вас также приветствовать в своем новом вязовлоге. Сегодня у нас уже вторник, 26 августа. Скоро конец лета. И у нас наступила осень. Просто резко. 24-го еще было жарко. 26 сегодня уже прохладно очень, хотя уже почти 9 часов. Обычно в это время уже солнышко греет вовсю, но нет. У нас уже наступила осень, люди уже ходят в ветровочках, причем как-то резко. Я вот тоже сейчас стою на балконе, мне очень прохладно. Это мой район, я живу недалеко от парка Галицкого. И здесь вот дома. Вот самый длинный дом сейчас строится, и за ним такая зеленая полянка, это начинается парк. А раньше вход был у нас со стороны стадиона, мы шли 15 минут, а теперь буквально 5 минут, и мы уже в самом парке. У нас открылся новый вход, и немножечко повезло в этом плане, что не нужно далеко идти. Плюс здесь локация очень красивая открылась, всякие лазерное озеро, фонтаны, облака. В общем, красота. Вот такое небольшое приветствие. Красивое сегодня небо у нас. Осеннее, так сказать. Так что, на самом деле я рада такой погоде, потому что когда жара, кондиционеры не выключаются, и с ним холодно, все болеют, и без него вообще никак. А сейчас окошко открыл, свежий воздух. В общем, очень круто. Люблю вот такую погоду, когда комфортно твоему телу. Так, я, наверное, чуть-чуть попозже еще подключусь, покажу, что я связала за понедельник, и поболтаем чуть попозже. Еще раз раннее доброе утро. Я уже работаю, включила вязовлоги всякие разные, смотрю, и я начала новый заказ. Точнее, я продолжаю заказ. Кто смотрел предыдущий вязовлог, там я вязала 2 кошечек Кити, и вот я продолжаю. Мне нужно связать 3 собачки чихуахуа в сумочках. Я таких уже вязала, но я фотографии выставлять не буду, потому что у меня, наверное, нету. Я меняла телефон, и все фотографии где-то лежат, где-то сохраненные. В общем, в этом вязовлоге, я думаю, вы увидите 3 готовых собачки. И посмотрите, как они выглядят. Мастер-класс этот бесплатный. Это был зарубежный мастер-класс, переведенный русской мастерицей. Я ссылку оставлю на мастер-класс. Вот. Там нужно немножко его посмотреть, потому что скачет одна часть, например, туловища в одной стороне, вторая часть нужно перелистать несколько листов. В общем, я себе переписала в тетрадку и вяжу. Так что бардак на рабочем столе, но это нормально. В принципе, это еще даже не бардак, а в целом нормально все выглядит. Я вот связала, сейчас поближе покажу. Я вот связала 3 головы, а туловище вяжу. Вот у меня почти 2 готовых. 3 мордочки уже связала и 3 полосочки на лобик. Так что вот это я связала все за вчерашний день, за понедельник. В принципе, хотелось бы немножко побольше, но немножко не получилось. Есть еще семейные обязательства, которые нужно выполнять. Накормить детей, убрать, постирать. Ну, я думаю, все знают, что это такое, когда хочется вязать, но дом, бытовуха не отпускает. Так, в целом пока все. До нового подключения. Всем огромный привет, новое подключение. Так, на чем я там остановилась? Я вязала собачек, я связала по деталькам все, и на этом мое вязание из полухлопка закончилось, потому что нужно сейчас сделать больше акцент на игрушки из плюша. Так как игрушки из плюша вяжутся немного быстрее, и надо заказ, который большой, и в основном где белые игрушки, нужно отправить в первую очередь. А это будет
так сказать, второстепенно, но тоже отправится. Я подготавливаю потихонечку пряжу. Это еще не вся пряжа, здесь буквально 12 моточков, просто поместились в ящичек. Так, и что я успела связать? Вот. Дельфинчиков я связала буквально за 1,5 дня, ну не торопясь, 5 штучек. Они идут в заказ. Это мастер-класс бесплатный. Ну, в интернете на Амиморе я его вяжу, но с моими изменениями. А я сделала схемку, чтобы таких вот 2 дельфинчика хватало, ну, чтобы на этих 2 дельфинчиках хватало одного мотка. Потому что, когда я вязала по схемке, там он получается огромный, и немножко ценовая политика не подходит. Слишком дешево получается, я отдаю игрушки. И вот остановились вот на таких дельфинах. Таких дельфинчиков я продаю по 650 рублей на данный момент. И вот их надо было связать 5 штучек. Так, я связала 5. Вот. Также сюда уедут Hello Kitty, я их вам показывала. Hello Kitty у меня по 950, я простыла, извиняюсь. И нашла вот такого ослика. Ослик я еще вязала его к Винни-Пуху, но что-то у меня как-то не получилось отправка с ним. Мне осталось буквально пришить 2 ножки. Но что усидчивости у меня не хватило, поэтому я оставила его на последний момент, когда нужно уже будет собирать заказ. И срочно нужно будет все довязывать. Это вот про меня. Так. И еще мне поступил небольшой заказ, ну, от которого я не смогла отказаться, потому что это заказ на моих держателей. Мне нужно связать жирафика в виде мальчика, но попросили в таких вот оттенках. Держатель для пустышки и связать к нему погремушку. Вот. Я буду вязать его вечерами. Там, ну, заказ не срочный, скоро будет рождение ребенка, пока он там родится. Но денежку я за него уже получила. Вот. Так что я его свяжу буквально за пару вечеров, выделю время и все. Так, пока на данный момент у меня вот такие вот процессы, готовые работы. И сейчас я, наверное, буду вязать медведей. Мне нужно связать 10 медведей вот к этому заказу. И, наверное, эта часть уже будет отправляться. Ну, к воскресенью я, наверное, не успею связать и показать вам всех 10. Но каких-то частично вы увидите. Так что я вся в работе, вся в заказах. И у меня тоже интересная посылка пришла. Скажем так, это предисловие нового вязовлога. Я уже приоткрыла, здесь просто коробочка такая была, мне интересно, что же мне положили в подарок. Это упаковка пряжи, мне прислали ее для теста. Это пряжа Yarn Art Opt. Здесь это не микровелюр пряжа, которую они создают, а полухлопок. Попросили ее протестировать и показать, в общем, какая пряжа на вид и какие игрушки с ней можно вязать. Так что в ближайшем будущем будем с вами распаковывать, смотреть, какие оттенки и какие игрушки из нее получатся. Так, ну давайте пока на этом я закончу свое подключение и увидимся с вами позже. Хорошо, хорошо! Она снимает, если что. Я снимаю, да. Она снимает. Всем привет, еще раз новое подключение. У меня уезжает держатель для пустышки из наличия. Я его как раз вязала для мастер-класса. Изначально мой был первенец, и он сейчас уезжает в Вологду. Сейчас быстренько собираю. Положила 2 открыточки и уход за изделием. Вот. Мастер-класс такой у меня есть в группе ВКонтакте, можете проходить, смотреть. Также такой держатель я продаю за 1100 рублей, плюс доставка. Здесь веревочка виднеется, я повесила бирочку. Вот, с любовью.
Девочки, всем доброе утро. Окно заляпано. Извиняюсь. У нас 5 утра, Краснодар, воскресенье. Хочу отснять последние кусочки этого вязовлога и показать вам рассвет. Правда, он еще не такой яркий, но ближе к 6 утра уже будет красиво на улице. Я тут готовлю овсяный блин. Сейчас буду переворачивать. Ой, у меня все, водичка капает. Такие некрасивые блинчики получились, но очень полезные. Все. Всем приятного аппетита, кто завтракает, или обедает, или ужинает. У меня начинается новый день, и пойду довязывать. Хотя бы одну игрушку успею. Привет! Заключительное подключение этого вязовлога. Хочу подвести итоги, сколько игрушек я связала. И следующие игрушки уже буду вязать в следующем вязовлоге. Новенькие у меня довязались это мишки. Таких мишек мне нужно связать 10 штучек. У меня пока их 3 штучки. Вяжутся они легко и просто. По этой схемке также вяжутся из этой серии олени, потом писец с хвостиком и с длинной острой мордочкой. Ну, я их уже вязала, показывала на каналах. Поэтому олени будут, наверное, в следующем вязовлоге. Но мне еще довязывать нужно 7 мишек. Вот. Дальше к этому заказу идут две игрушки Hello Kitty. Они немножко получились разные, форма головы, но наполняла 2 разных наполнителя. И поэтому получилось как-то, как будто это поменьше, а это побольше, пошире. Но схемка одна и та же. Этот ослик до сих пор без 2 ножек. Я заказчику еще не писала, не спрашивала, отправлять или нет, но вязала я для него. Но когда их серии с Винни-Пухом и с кроликом было. И 5 дельфинов. Такие вот дельфинчики. 5 штучек. Носик просили удлинить. Поэтому носик тоже тут немножко длиннее, чем в мастер-классе. 4 и 5. Так, ну в целом вот такая вот банда у меня собралась. Думала, что будет больше, но немножко не хватило усидчивости или времени, потому что завтра уже 1 сентября. Выходные прошли, точнее пролетели просто мимолетно, потому что пока готовились к школе, пока собирались, время прошло очень-очень быстро. Все, наступила, можно считать, что уже наступила осень, лето также промчалось, как и всегда. Ну что? Но жизнь на этом не заканчивается. Работаем дальше, вяжем дальше и до новых встреч. Так что проходите ко мне в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам видео понравилось, если нет, дизлайки. И до связи. Пока-пока.